Люди покупали биткоин, когда он стоил 50 центов за штуку. Как вы думаете, как устроена их жизнь сейчас? В сегодняшнем выпуске, друзья, хочу рассказать вам о самых фантастических историях обогащения на ранних этапах инвестирования в криптовалюту. Об этих историях просто нереально говорить без легкой зависти. Параллельно разгоню свой депозит с 20 долларов и покажу вам стратегию. В конце видео вы уже сможете ее повторить сами в своих собственных терминалах и разогнать свой баланс. Поехали! Друзья, данная стратегия максимально простая. Будем торговать на 3-минутном таймфрейме с каналом Денчана на 25-м периоде. Это все, что нам потребуется для входа. Сейчас разберу все нюансы наглядно, чтобы было понятно. Канал окружает цену и дает нам при этом точнейшие точки разворота. Используем как крайние линии, так и центральную, открывая сделки во время отскока, пробоя и так далее. График постоянно нам дает такие возможности, особенно в боковике. Вот смотрите, еще один тип — это пробой центральной линии. Тоже будем торговать. Как разбирать, как выбирать, как анализировать, покажу уже в видео. Все наглядно, без анализа здесь не получится, поэтому смотрите очень внимательно. Что у нас сейчас с ценой? Есть ситуация, опять же, да, всегда есть ситуации, которые можно отработать. Давайте перейдем на минутку, посмотрим. Актив уже сформировал молот. Отскок вниз от центра. Несмотря на это, актив, кажется, планирует рост. Но вышестоящий таймфрейм всегда важнее нижестоящего, поэтому будем отталкиваться в первую очередь от разворота снизу вверх. Поэтому лонг, друзья. Разбираем, давайте еще раз детально. У нас разворот не только от Денчана, но и от ключевого уровня. Актив уже не в первый раз отталкивается вверх, поэтому я рассчитываю здесь на запуск роста, именно роста, вот сюда. Надеюсь, что понятно, да, почему так. А теперь давайте начнем нашу тему, без которой не было бы сейчас нас, и о которой без легкой зависти говорить нельзя. В 2009 году, первая история. В 2009 году молодой норвежский студент Кристофер Кох приобрел 5000 биткоина всего за 27 долларов. Просто чтобы поэкспериментировать с новой технологией. Тогда крипта была просто игрушкой для гиков, о ней знали немногие. И вот самое смешное, что этот чувак просто забыл о своем вложении. Прошли годы, крипта стала хайпом, а его биткоины стоили уже сотни тысяч долларов, что позволило ему купить недвижимость, машины, квартиры, в общем, зажить шикарной жизнью. Это одна из самых таких ярких историй, которая стала веселым мейнстримом, так скажем. Первая сделка у нас в плюсе, не будем ждать, продолжим разгон, цель дойти до внушительного баланса. Также лонг, анализ тот же, поехали. Вторая история. 12-летний мальчик, друзья мои, Эрик Финман, начал инвестировать в биткоин в 2011 году. Я не знаю, что его черт за ногу дернул это начать делать, но он вложил туда 1000 долларов на покупку примерно там какого-то количества, по-моему, по 12 баксов за монету. И в 20 лет он уже стал, таким довольно состоявшимся человечком. Так, мне, честно говоря, не сильно нравится, что происходит с графиком. На минутке видим отскок от центральной линии Денчана. Но в перспективе рост может еще продолжиться. Ладно. Кстати, 1000 долларов — это подарок от бабушки этому мальчику. Согласитесь, неплохая бабушка. Ну и мальчик до 11 лет тоже неплохо инвестировал. Непонятно, почему не купил себе конфет, купил именно биток. Я бы так не сделал в свои 11 лет. Друзья, на тоненьком, поэтому давайте сменим график, продолжим где-нибудь еще. Да, друзья мои, о головокружительном успехе инвесторов в криптовалюту на ранних этапах нельзя говорить без легкой зависти, но тем не менее момент уже ушел и его никогда больше не вернуть. Тем не менее расстраиваться не стоит, настоящее богатство здесь, сейчас, в наше время достается упорством и системным подходом, а это и есть трейдинг. Об этом мы с вами говорим здесь и сейчас. Трейдинг доступен всем и каждому, вы можете заниматься им дома, на работе, неважно где, вам нужен только телефон или компьютер. Все. С руководством опытного трейдера это сделать гораздо легче и проще, поэтому я приглашаю вас вступить в свой телеграм-канал. Ссылки оставлены в описании. Там марафоны, там обучающие торговые сессии, открытые торговые сессии и море полезного контента. Ссылки в описании, я жду вас, а мы продолжаем. Ребят, здесь еще один лонг на отскоке от нижней границы канала Денчана. Вот такие сделки тоже можете отрабатывать. Смотрите, что мы имеем. Отскок есть.
Зеленая свеча полностью поглотила предыдущую красную. Это только укрепляет наш анализ и веру в покупателей, в то, что рост продолжится. Давайте зайдем на меньший масштаб, чтобы посмотреть, есть ли еще ход до центральной линии. Он есть, поэтому все хорошо. Хотите еще один кейс запоминающийся? Тогда слушайте. Помните вот эти вот картинки с биткоинами? Они существуют в реальной жизни. В 2012 году пользователь какой-то купил физический носитель типа флешки. Крипту можно, если вы не знали, хранить на флешке. Купил, в общем, флешку со 100 биткоинами за 500 баксов. А в 2025 году, после обналичивания, он получил 10 миллионов долларов за это все. Хотя он признался, что хотел еще дальше хранить это, потому что на самом деле это вообще уникальная просто вещь. Флешка с крипто. Сейчас уже так никто не делает. Еще одна сделка в плюс. Прекрасно. Давайте продолжим. На других графиках поехали. Вижу отличную возможность на канадце к франку. Конечно же, это лонг, друзья. Уверен, что вы и сами все видите, но если еще нет, давайте разберем. В первую очередь видим отскок от нижней границы канала Данчан. Вот здесь. Ранее уже была попытка оттолкнуться, что усиливает сигнал. Также подмечаем молот, который был предыдущей свечой. Видим его. Это тоже бычий признак. На это мы и рассчитываем. А теперь по классике зайдем на минуту и посмотрим. Фу, ребят, у нас еще один молот. Тем более цена закрепилась выше средней линии канала Данчан. Все, вообще просто прекрасно. Идеальный расклад для нас. Ждем рост и зарабатываем на этом росте. Кстати, в биток на старте инвестировали и по-крупному, если так взять. Есть люди, которые стали одними из самых известных биткоин-миллиардеров. Наверное, у них есть была какая-то приватная информация. Вот. Они вложили туда 11 миллионов долларов, когда цена была чуть больше сотни за монету. Сейчас баланс, там вообще просто конский. У меня пока 135 долларов, поэтому продолжаем торговать на новом графике. Поехали. Вот, друзья, пришло время шортить. У нас здесь отличный отскок от верхней уже границы, как и в прошлых кейсах, но с разворотом вниз теперь, да? Поэтому можно ожидать либо смену тренда, либо касание средней линии, на что я и рассчитываю. А говоря вообще об историях успеха ранних инвесторов, стоит отметить, что их не так уж и много. Дело в том, что криптовалюты во многом анонимны, поэтому их владельцы особо не светятся. Ну, сами понимаете, никому это не хочется делать. Существуют сотни таких тайных миллионеров и миллиардеров, которые спустя 10 и более лет просто переводили на биржу нетронутые биткоины. Это происходит и по сей день. Есть даже особые сервисы, которые отслеживают финансовые транзакции таких анонимных кошельков. Есть и те, кто хранят купленные на старте индустрии битки до сих пор, но главное, что их объединяет, они создали огромные деньги из воздуха. Просто из воздуха. Нам же остается только завидовать их решимости в те дремучие годы. И все. Друзья, снова сделка в плюсе. Давайте сменим график и продолжим. Так, друзья, еще один отличный кейс. Давайте поторгуем лонг. Как вы уже понимаете, это отскок от нижней границы Данчана. Поэтому все просто. Не буду уделять много времени анализу. По этой стратегии она довольно простая. Просто 25-й период ставите на Данчан и торгуете с отскоками или с пробоями. Выберите что-то одно. Вот. 7 из 10 вам гарантировано. 10 из 10 не надейтесь. Сейчас это просто у меня вот везение идет. Поехали дальше. Помните токен Shiba Inu? Тоже хочется про него рассказать. Это токен хайп последних лет. Так вот, в августе 2020 года он стоил вообще доли цента. Ну, просто какие-то гроши. И работник магазина в Великобритании приобрел токены Shiba Inu на сумму 8 тысяч долларов, друзья. Это было 70 триллионов токенов Shiba Inu, что составляло тогда примерно 7% всех выпущенных монет. Я не понимаю, почему он это сделал, но в течение года цена токена взлетела на миллионы процентов. И он забрал 7 триллионов, долларов. Дико мотивирует. Но я честно не понимаю, почему именно туда и такую огромную сумму. Просто работник магазина. Я не понимаю. Мы в плюсе, меняем график, продолжаем. Поехали. Четко по старой схеме. Как вы понимаете, да, уже? Отскок от нижней границы Данчана – это лонг. Все. Давайте теперь разберем с вами показательнейшую историю, которая мне нравится. Представьте, что вы выбросили на свалку 900 миллионов долларов. Такое возможно. Один из таких известных случаев потери биткоинов
связан с британским программистом Джеймсом, не помню фамилию, но не суть. В общем, он случайно выбросил жесткий диск с приватным ключом от кошелька, где хранились 7500 или 8000 биткоинов его. Просто представьте себе бурю эмоций, которые ему довелось пережить, когда он выяснил о том, что случилось. Но этот парень, кстати, не сдался. Он пытался получить разрешение на масштабные раскопки полигона, искал инвесторов и даже предлагал использовать роботов для поиска этого диска. То есть тоже там какая-то флешка была. Эта история широко обсуждалась в криптосообществе, можете загуглить, стала таким вот небольшим мемом. Я снова в плюсе, 867 долларов есть на балансе, вот, поэтому давайте продолжим. Кстати, уже после 12 лет поиска, в 2025 году он окончательно прекратил свои попытки и не то что сдался, просто понял, что, наверное, он уже ничего не найдет. Мусора много сейчас, да, согласитесь. Я снова в лонге, поэтому ждем. Похожая история случилась в США. Американский программист Стефан Томас потерял пароль от флешки с 7000 биткоинов. Самое страшное, что сейчас у него осталось всего 2 попытки разблокировки оборудования. То есть он уже ввел там сколько-то раз свой пароль, и он оказался неправильным. Просто представьте, насколько сложно психологически жить с такой флешкой в руках, когда по факту ты миллиардер, да, но не можешь деньги потратить и их никак не разблокировать. Это обидно. В общем, тысячи людей потеряли свои пароли и доступ к своим хранилищам, потому что тогда это было просто каким-то таким легким задурением, легкой игрой. И никто в это особо не верил. А сейчас все кусают локти. Поэтому помните, что пароли нужно хранить. Не забывайте про это. Так, друзья, еще одна сделка в плюсе. Мы можем поторговать на другом графике, что сейчас и сделаем. Поехали. Наконец-то интересный кейс. Мы у границы Дончана. Давайте посмотрим, что показывает нам минутный таймфрейм. А он показывает нам разворот, вполне очевидный, поэтому мы поторгуем в сторону него. Тот случай, когда торгуем на опережение, не дожидаясь сигнала на 3-минутном таймфрейме. Понимаете? Так тоже можно делать. Переходим обратно на 3-минутный таймфрейм и видим, да, уже более очевидный разворот. Друзья, давайте разберем истории всех этих ранних инвесторов в крипту. Являются ли они некими гениями? Скорее всего, нет, потому что все это случайность. Был ли у них доступ к какой-то приватной информации? Нет, тоже вряд ли. В те годы никто не знал о крипте так сильно. Тем более история рассказывает нам вообще о максимально простых людях. Поэтому... Но что сделало их миллиардерами? А сделало их миллиардерами ровно 3 фактора. Готовность рисковать, вкладываться непонятно во что, выдержка, понимаете? И по большому счету, все, наверное. Найду другую валютную пару и завершим сегодняшнюю сессию. Поехали. Ну что, давайте на крайней сделке поиграем в инвесторов, криптовалюту. Чуть рискнем. Открываюсь в лонг. По моей системе все должно быть окей, да. Открываемся на отскоке от нижней границы Дончана. Меня просто смущают верхние тени. И все. Пока идет экспирация, хочу озвучить одну очень важную мысль, как мне кажется. Сегодня мы с вами разобрали самые яркие кейсы, самые воодушевляющие истории, за исключением тех ребят, которые потеряли свои пароли. Тем не менее, вместе с нами на этой планете живут люди, которые стали миллиардерами просто из-за того, что вовремя подсуетились. Все. Но я не упомянул тысячи историй, когда люди потеряли свои деньги на криптовалюте. Скам-токены, криптоанализ, который привел их в убыток. Таких случаев гораздо больше, ребят. Были те, кто вышел в кэш на первых иксах, поэтому заработали там, скажем, $1000 всего. Так что это истории просто факты, а не образец для подражания или какая-то самоцель. Друзья, мы закончили. $5529. Я считаю, это прекрасный результат с $20.
который я сделал, поэтому можем подвести итоги сегодняшней торговой сессии. Ну что, друзья мои, вывод таков. Истории ранних инвесторов в криптовалюту показывают, чтобы заработать много денег, не нужны миллионы. Нужны относительно приватные знания, ну и по большому счету все. Сейчас эти подходы работают точно так же, но, к сожалению, о всех темах, которые стрельнули, мы узнаем постфактум и потом просто сидим, кусаем локти. Никто нам о них не говорит. Наша цель, я не знаю, наш выход, наверное, это трейдинг. Я вижу это так. Поэтому развиваюсь здесь и веду свой YouTube и Telegram канал, обозревая эту нишу. Если видос понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я буду вам очень благодарен. С вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Всем пока.